хотим немножко узнать о вас, о вашей семье, где вы живете, в городе, большой, маленький город. То есть не нужно имен, просто как бы Живу в городе Херсоне. Небольшой городок на юге, недалеко от моря. Семья есть, сыночек вот был 4 годика, муж есть, родители. В общем, в доме или в квартире? в доме, в частном доме живу. Да. Ну, пока в съемном. От родителей ушли с мужем, как бы хочется уже свое гнездышко видеть. And what was your motivation to become a surrogate? Какая у вас мотивация была, чтобы стать суррогатной матерью? Ну, изначально, конечно, я искала способы какого-то заработка дополнительного в интернете, смотрела объявления, когда наткнулась, как бы, и начала рассматривать это предложение, потом углубилась, поняла, что это здорово, как бы, помочь кому-то, плюс, я говорю, у нас цель, как бы, с мужем, мы хотим собственное жилье, которое мы снимаем, сейчас все-таки уже хочется свое что-то. Поэтому так и пришли к этой цели. С большой радостью. Я сейчас уже на данный момент настолько здорово, это когда уже понимаешь, что вот скоро, когда с родителями уже пообщался, понимаешь, насколько для них это важно. Это здорово. Муж вас поддерживает в этом? Изначально не понимал, что это, но потом уже разобрались мы, он все понял и поддерживает. So, husband, family, friends also supporting you? Да, мы также хотим знать, муж мы уже знаем, да, поддерживает, как ваша семья, родственники, друзья относятся. Изначально я много кому не говорила, так как не знала, как оно получится. Вот, первое, это мама, муж знали, они, мама меня самая первая поддержала, да, сестра, а потом уже, и несколько, близких знакомых тоже поддерживали все. У меня не было таких, которые против. То есть сейчас у вас есть поддержка, да? Да, в течение конечно, вашей беременности у вас есть кому позвонить, У меня пообщаться, мои близкие и успокоить. знакомые, которые знают, все меня поддерживают, да. Никто не осуждает. And there's so many agencies and clinics. What was the reason she chose this one? Так много агенций, клиники есть, да, в Украине. Почему вы выбрали именно эту клинику? По отзывам в интернете почитала отзывы, наткнулась и почитала, меня все устроило, потом коснулась, в общем, все здорово, поэтому здесь хороший медперсонал, кураторы, поэтому здорово. And how is your... Is this точно? Нет, Точно? How is her pregnancy going so far? Как проходит ваша беременность? Слава Богу, здорово, все хорошо. Токсикоз был даже немножко меньше, как с моим ребенком. В принципе, все хорошо протекает, благополучно. That's wonderful. Чувствуете себя отлично, да? Да. Первые месяца немножечко помучил токсикоз, но я же говорю, меньше, чем за своим ребенком, поэтому... Какой у вас сейчас срок? 34 будет через пару дней. Yes. You're very small. Дуже очень маленький, да, да? животик очень маленький, как на 34 недели. That's wonderful. How has her experience been with the doctors, the support staff, and all the people that are working with her? Как вы себя чувствуете? Какую поддержку вы получаете от докторов, медперсонала, координаторов? Полностью всю. Куратор у нас замечательный, 24 часа, 24 на 7, как говорится, она всегда с нами. Любой вопрос, всегда можно обратиться, даже среди ночи. Я же был личный опыт у меня, что мне нужно было среди ночи позвонить, и всегда берется трубка, все быстренько объясняют, назначают. То есть в этом плане все здорово. Всегда на связи. Да, конечно, всегда на связи. If someone came to you and wanted to do surrogacy, would you recommend this clinic? Когда кто-то к вам обратится с вопросом суррогатного материнства, спросит, хорошо ли это или плохо, посоветуете ли вы им?
Сюда. и клинику, вот эту клинику, да, где вы научаете? Конечно. Если будет желание у человека, то с удовольствием. Ну, как бы у меня только хорошие положительные отзывы, поэтому лично я от себя скажу, что очень здорово, а там уже решать человеку, да. Great. And in general, would you encourage people that are interested in surrogacy to go through the surrogacy program in Ukraine? А вы посоветуете людям как бы пойти сюда, пойти на суррогатное материнство? Поддержите ли вы таких людей в их выборе? Конечно, я же, если есть у человека такое желание, если ко мне обратятся, как бы, спросят, как, например, какие-то отзывы, то есть у меня хорошие отзывы, положительные, я посоветую, как бы, да, от себя, да, а там уже решать человек. Это выбор каждого, да. What sort of contact do you have with the parents, and how has the experience of contact with them been? Есть ли у вас контакты с биородителями? И какие именно контакты? Общаетесь ли вы или созваниваетесь, списываетесь? Напрямую мы не общаемся, контактов нет. Через переводчика вот было, что созванивались, общались, знакомились. А напрямую как бы нет, не контактируем. Как часто вы общаетесь с ними? Да все время один раз только познакомились. Ну, может, не знаю, времени нет у них, я бы не против. Как бы. Well, some people want lots of contact, and some just feel more comfortable with less. Да, как мы знаем, что некоторые люди любят много контактов, да, писать, звонить, некоторые не хотят этого. Ну да, вот поэтому я ж не знаю, да, я бы не против. Но вы для этого... Я не против, да. Мне было очень приятно их увидеть, их лица счастливые, они уже животик увидели, тоже спросили, как самочувствие. Ну, у меня было море позитивных эмоций, когда я их увидела. How are your accommodations in Kiev? And when you move closer to the clinic, how has that been for you? Вы живете здесь в Киеве уже, да? Как здесь, как ваша квартира? Где далеко-недалеко вы живете отсюда? Как вам здесь? Квартира замечательная, живем недалеко, 10-15 минут езды. Живу с ребенком, условия хорошие, в этом плане все на 5 с плюсом, очень замечательно. Приезжает в гости муж, бывает, помогает, с ребенком играет, да, я как бы отдыхаю. Ну, все здорово, условия отличные. Да. That's so good to hear. Everywhere in the world, there are people that say surrogacy is exploitation of women. And there's also people that say women have rights to do whatever they want with their bodies, and it's, our decision. How would you react to that issue? Как вы знаете, не только в Украине, но и во всем мире есть такие люди, которые думают, что суррогатное материнство – это эксплуатация женского тела. Но есть и другие люди, которые говорят, что мое тело, делаю, что хочу. Как вы на это реагируете? Ну, конечно, я считаю, что никто не заставит эксплуатировать. То есть девушка идет сюда осознанно, все взвесив, как бы. Я думаю, что это такое дело, что обдуманное, и каждый решает сам, хочет он этого или нет, стоит, не стоит. Конечно. And can she tell us how would your life change? How do you expect your life to change after the surrogacy? Как изменилась ваша жизнь и как вы думаете, она изменится после программы суррогатного материнства? Ну, сильно, что прям изменилось, как бы, ничего так, как бы, пока не изменилось. Ну, конечно, режим дня, как бы, все вот это вот, сама беременность, то, что принесла, да. А изменится, конечно, в лучшую сторону. И не только у меня, и у родителей, и у меня, как бы, у нас какая-то мечта наша осуществится. Ну, это здорово, в общем. Осуществится мечта у родителей, осуществится мечта у суррогатной матери. Все это получает только пользу. Это здорово. Приятное ощущение. That's so wonderful. That's wonderful. And have you had a lot of support from your family through that? It sounds like you had wonderful support from your family and friends through this process.
Мы видим, что у вас очень много поддержки со стороны родителей в этом процессе. Да, да. И муж. Ваш муж тоже, да, вас поддерживает? Да, Мама? да. That's Да. great. That's great. Поддерживает. Мама, я же в первую очередь поддержала, а потом уже все, ну как по мере, как я говорила, то поддерживали все, да. Это очень важно, да, поддержка. Очень важно. Я знаю, что многие девушки скрывают даже от самых близких, от родителей, потому что боятся, что как бы что-то. Осудят или... Ну, конечно, есть разные люди. У меня мама в этом плане родители меня поддерживали. И это здорово. And it's hard to ask all the questions that future parents may ask. Очень тяжело задать все вопросы, которые бы будущие родители хотели бы задать. Because they're far away and they worry that it might not work. A lot of them are scared to start. Поскольку они очень далеко, и поэтому они как бы боятся начать, боятся вот этого всего процесса. What would you say to people who want to start surrogacy or thinking about starting a surrogacy journey here? Что бы вы сказали, посоветовали этим родителям, чтобы они все-таки не боялись начать этот процесс? Ну, я хочу сказать лично от себя, что все здорово, все прозрачно, открыто, как бы медперсонал, профессионалы, то есть на личном опыте все-таки есть кураторы замечательные. Девочек подбирают, насколько я понимаю, очень тщательно, как бы все анализы все проходят. То есть, и о благополучии беспокоятся как бы суррогатной матери, это очень важно. Сразу реагируют какие-то где-то лекарства, что-то как-то вот. Все, реакция 100%. В этом плане как бы все здорово. Поэтому, думаю, ничего бояться. Работают профессионалы. Did her surrogate parent, or excuse me, did her biological parents give her any requirements of things to eat or things to not eat? And how has she reacted to that? Биологические родители дали вам какой-то список, что вы должны есть, что они бы не хотели, чтобы ели? Нет, этого не было ничего. Как бы лично от себя скажу, что я питаюсь как бы правильно. У меня в связи с беременностью это мой организм как-то вот перестраивается сразу. Честно, вот я помню, что со своим ребенком у меня так было, что не хотелось какой-то плохой пищи. Хотелось каких-то фруктов, овощей больше. И вот сейчас припало тоже на лето, поэтому много овощей, фруктов, вот хочется всего этого кушать. Вот. Никакого контроля как бы нету со стороны родителей. Не знаю, это, наверное, как-то на доверие. And do you know if you're having a boy or a girl? Вы знаете, кто у вас будет, мальчик или девочка? Да, мальчик. Мальчик. And has he reacted when you eat certain foods or when you do certain things? Он реагирует, мальчик, ваш будущий мальчик, будущий ребенок, он как-то реагирует на еду, которую вы едите? Да, всегда. Когда начинается движение, бодрствовать начинает, да. Да, и вообще очень активный, кстати, мальчик. That's great. Активный, да. That's wonderful. Well, would you have any questions or anything that you would ask parents or anything you would want to share with them that I'm not asking? У вас есть какие-то вопросы или какие-то мысли вы хотите поделиться с будущими родителями? Хочу сказать, что все здорово, как бы не стоит бояться, нужно как-то, доверие пусть будет все хорошо. Главное, если есть большое желание, то нужно действовать и не бояться, все здорово будет. И пожелать, конечно же, удачи всем родителям, пусть у всех все получается и осуществляется эта большая заветная мечта. Детки — это счастье. Да. That's for sure. Thank you. Спасибо как огромное ваше время. Пожалуйста. И все ваши знания и опыт. Пожалуйста. Была рада, если я очень помогла. We wish the very happiest of pregnancies and that she is healthy and happy afterwards and during.
Мы вам желаем, чтобы у вас все прошло хорошо. Сейчас, потом, чтобы вы были здоровы. Спасибо большое. И вы, и вы, ребенок, будущий и, ребенок. конечно, все ваша семья также. Спасибо вам тоже удачи, всего самого хорошего. Спасибо, спасибо.